Ну что, ребятки, всех приветствую на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Самайн позади. И сегодня смотрим, как прошли ваши чистки. Вообще будет несколько видео, потому что многие проводили ритуалы не только по чистке. В ближайшие дни я буду эти видео снимать, потому что информации очень много из пространства идет, и я ее должна передать вам. Так, по подготовке. Во-первых, можете определяться с вариантом, пока я здесь буду тарахтеть. Еще такой момент. Сейчас пойдет более глобальное считывание более серьезной информации. Почему? Потому что мы будем смотреть не просто, как прошли ваши чистки, да, и что отправили вы недоброжелателям. Здесь идет такая информация из потока, что люди, которые занимались нездоровыми магическими воздействиями на других людей, они как будто предопределили себе определенный путь. Ну, в общем, об этом по порядку. Давайте так, начну с того, что у нас сегодня на раскладе присутствует вот такой вот замечательный камушек. Называется он Морион. Кто знаком с его свойствами, молодцы. Кто не знаком, можете ознакомиться в интернете, но сегодня он будет выполнять у нас более, знаете, как функцию проводника. Вот так вот, помимо защиты, да, определенная будет функция проводника в определенное пространство, с которого мы и считаем ту информацию, которая нам нужна. Вообще подготовка к видео шла более 40 минут. То есть, чтобы вы понимали, она обычно занимает, 5 минут. Были помехи с техникой. Вот так вот, пусть он нет. Все-таки давайте я его здесь оставлю, пусть он здесь и находится. В общем, были свои нюансы. Еще вам подсказка по книге, которую вы здесь частично можете видеть. Поработайте, пожалуйста, с руной Беркана. И для особенно продвинутых, так сказать, в практике, Вуньо и Хагалас. И сочетания различные этих рун в связке по 3, не более. Кто особо гениален, можете составить более сложный став. Итак, в общем, начнем мы с того, что, да, первое, что мне показали по Таро Веретника, это, возможно, о некоторых, но здесь больше идет информация о том, что люди, которые занимались подлостью по отношению к вам, они предопределили свой путь на ближайшие несколько лет. Какой путь, естественно, посмотрим. Еще раз повторюсь, сегодня я смотрю, как прошли ваши чистки на Самайн, на полнолуние. Но тут информация, понимаете, тут тяжелая энергетика идет. Что именно хотят передать, естественно, будем уже смотреть по ходу расклада. Ну да, за колдовство люди там возомнили себя великими магуями, если кратко. Но информация по ним будет крайне такая серьезная. Для чего? А все очень просто, дабы вы в будущем не стали ими же. Вот давайте будем кратко это озвучивать.
Так, смотрите, по подготовке колод, разумеется, как обычно, здесь Самай, ну, сами понимаете, и тройной закон кармы сработал. Сейчас будем более детальнее просматривать, у кого там что запустилось, у кого что с чистками ушло, и что вам теперь доступно и открылось. По Таро Светлого Провидца я его в этот раз заряжала на определенных местах силы. Вот. Карты, в общем, защищены, мягко выражаясь, хорошо, определенными богами, давайте скажем так. Здесь показывают то, что многие из вас в это полнолуние, в этот Самайн, очень много провели работы для того, чтобы наполнить себя, очистить свою энергетику, ауру, свое пространство. То есть здесь, знаете, как вот с душой, с творчеством вы подошли к этому моменту. Мороки на вашем благополучии большие были, по менталу работали, это все многие из вас сняли. Это то, что я уже сейчас вижу. Итак, надеюсь, вы уже определились, каждый со своим вариантом. Первый голубой, второй белый, третий зеленый. В комментариях под видео сможете отыскать волшебный тайм-код. А мы будем переходить с вами к первому варианту. Итак, первый вариант — голубой камушек. Его я оставляю сюда. Сегодня расклад будет без сценария, скажем так, без определенных вопросов. Просто хочу посмотреть, что вы счищали. Секунду. Давайте так. Как прошла ваша чистка, что получают ваши враги и что там за кармические законы вы запустили в этот Самайн и в это полнолуние. Для тех, кто просто попал в период чистки, в любое время, когда бы вы ее не проводили, этот расклад будет актуален для вас. Ну, что-то, видимо, сегодня будет жесткое. Так, мальчики и девочки, я работаю в потоке, и определенные и сочетания карт Таро, и сами карты Таро я читаю по-своему. Да, в названиях видео идут такие определенные слова, как гадание и тому подобное, но я не занимаюсь гаданиями. Я считываю пространство с помощью карт Таро, поэтому, в общем, кому не по душе моя интерпретация их, и вы понимаете, что это попросту, ну, не ваше, у вас не резонирует, пожалуйста, не смотрите, не мучайте себя, значит, я не ваш таролог, это не ваш канал, и вам нужно идти дальше. Итак, первый вариант. Что вы счистили из себя? Тяжесть большую счистили. Багаж, груз, от чего-то избавились. И здесь еще, знаете, идет как вы не только на свое ментальное пространство почистили, да, вы как будто бы оборвали какие-то связи. Вот этот груз, он долго был у вас. И в руках, и за спиной. Вот у вас как будто освобождение идет.
Знаете, такое впечатление, вот фраза идет в голову. Долгая дорога в дюнах. Вот это вот можно вот этой фразой описать вашу жизнь. Итак, что вы счистили? Давайте смотреть дальше, как прошли ваши чистки. Вообще, как прошла ваша чистка? Здесь как бы я уже увидела, что вы счищали. Давайте эту вот так вот будем делать, одну карту. Итак, как прошли ваши чистки? Туз пентаклей, ребята, а тут можно уже просто завершать расклад. То есть, ну, все, что с деньгами не получалось, теперь будет получаться в продвижении, найти работу по душе, да просто работу, которая будет приносить приличный доход. То есть здесь все ваши желания, они исполняются. Плюс вы наполняетесь энергией, ресурсом. Понимаете, вы что-то долго очень лелеяли, какую-то идею, и вот бережно ее так хранили внутри, и теперь пришло время ее воплощать в реальность. Кто-то из вас стал пятым элементом. Как бы это, ну, забавно не звучало, но так оно и есть. Работа была земля, вода, воздух, огонь. И вы были пятым элементом, как, знаете, связующее звено всего этого. Здесь, ну, мой канал вообще для практиков, как бы, или для людей, которые себя поднимают духовно, то здесь именно вот так вот у вас было при вашей работе. Вы как будто вошли в полную взаимосвязь с элементами, с 4 стихиями. Ну, о чем здесь еще можно говорить? Здесь полная трансформация и путь к вашей победе. То есть там, где вам были перекрыты дороги, где вас блокировали на продвижение, именно, понимаете, здесь не просто победа, вот победить там в судебном деле, допустим, да, выиграть что-то. Здесь более глобально, здесь как будто вот ваше место под солнцем на планете Земля, понимаете? Не просто в какой-то нише. Здесь связь с родом очень хорошая. Кто-то, может, и на кладбище, на местах силы работал, но здесь, ну, то есть... Но здесь не только предки выходили к вам на связь. Здесь вы еще с богами работали. Либо же вот, ну, со стихиями я уже говорила, но здесь еще силы определенные задействованы. Силы, при которых вам нужно было держать внутренний баланс, то есть не позволять перебор с эмоциями, как с хорошими, так и с плохими, то есть с отрицательными, да. Вот такое вот место силы интересное, конечно. Но судя по тому, что вы чистили, ну, что вы чистили, вот как прошла ваша чистка, то есть здесь все классно. Смотрим, что еще вы почищали и как прошла ваша чистка. Смотрим дополнение. У вас уже было просто, знаете, такое бешенейшее отчаяние, что вы за что-то беретесь, и у вас не получается планы, как я уже говорила, есть идея, которую вы долго вынашивали. И эту идею вам, знаете, вы делаете все правильно, понимаете? То есть вы с умом подходите к воплощению этой задумки, а оно как будто, вот знаете, вот, ну, все, блок, и дальше не идете, как будто вам перекрывали вашу судьбу, если хотите. И ситуация эта, как я уже сказала, долгоиграющая.
то есть несколько лет может длиться. И здесь это все связано с тем, что вы должны занять свое ну, законное место императрицы. Это и деньги, то есть продвижение, да, в денежном направлении. Это также, кто не мог забеременеть, теперь сможете. Кто не мог выйти замуж, допустим, ну, желает этого очень сильно, теперь вы сможете. Ну, здесь депрессуха была жесткая, конечно. У вас столько мыслей было негативных. Некоторым из вас казалось, что это не просто порча, а знаете, как уже тупик, где на вас накидана куча негатива, и вы просто не понимали, как из этого выбраться. Вот у вас уже доходило до того, что вы начинали мириться с той судьбой, которую вам навязали. Ну, по первому варианту голубые камушки, я вас поздравляю от всей души. Вы здесь побывали в аду. Ага. Угу. Вечно какие-то предложения, знаете, несерьезные люди, несерьезные предложения, несерьезные обстоятельства, которые просто блокировали вас. Ну, это так, в дополнение. Смотрите, вы работали просто на износ. И что касаемо попыток выбраться из этой кабалы, и что касаемо самой ритуалики, да, вот в этот праздник, в это полнолуние, вы работали над тем, чтобы справедливость восторжествовала, и вы снова обрели свое счастье. Вы идете за своей идеей, за своей мечтой, если хотите, и вы слушаете свое сердце, свою интуицию. И это планы, да, вы только в начале, но этот проект вам принесет и славу, и известность, если желаете, даже вплоть до таких моментов и масштабов. И это навсегда, понимаете, это стабильно и нерушимо будет. Вас уже с вашего трона никто потом не сдвинет. Если и смогут, то только всколыхнуть, получат по голове, и, собственно, больше им ничего от него не достанется. Долго трудились над своими вот этими желаниями, идеями, над своими победами, чтобы наконец-то вот это свое ухватить, понимаете, свою вот эту удачу. Но здесь у вас все крали: ресурсы, энергию, вашу судьбу, как подмена была. Да, здесь на вас было очень большое множество, как я уже и говорила, негативных программ. И через кладбище работали, и здесь даже вплоть до того, что насмерть делали человеку. А вы выкарабкались. Назло врагам, на радость маме сказали: да нет, выкусите. Остаёбло мне это все, я буду, наверное, даже если понадобится головой, но я пробью вот этот вот тупик, и, ну, я пойду по своей линии судьбы. Вы справедливо все делали в ритуалике. Вы по справедливости, то, что вы счищали, вы восстанавливали справедливость. Но пахоты у вас здесь было ой как много. Работали и раньше. То есть чистились. Почистились, и знаете, как вдохновение идет, а на вас опять сыпется, и вы уже знаете, как так, ну, и где-то думаете: да может бросить его, да может не надо, все равно не получается что-то, а потом по новой: нет, я дальше продолжаю. Знаете, как новый виток, вот, и с каждым этим новым
своим решением, что нет, я не собираюсь останавливаться, я все равно возьму свое, все, считайте, что вы взяли. Вы взяли, вы будете... Можно сказать, что вы будете счастливы, знаете, как вот дети бывают счастливыми. То есть к вам вернется вот эта чистота, вот это спокойствие. Так что как прошли ваши чистки? Да офигительно они прошли. Так. Теперь давайте на оракуле теней хочу посмотреть, что там по карме для вас и для ваших недоброжелателей. Да, давайте посмотрим, чтобы, ну, как я уже говорила и снова повторюсь, просматриваем недоброжелателей не совсем, ну, понятное дело, чтобы немножечко и позлорадствовать, порадовать себя, потешить, но основополагающее вообще, почему я просматриваю недоброжелателей, потому что они наши учителя, и через их поведение, да, и через них самих нас чему-то также научить хотят. И вот главное эти моменты ухватить, дабы потом к ним уже не возвращаться, а просто двигаться лишь вперед, не проходя один и тот же урок несколько раз. Итак, что там за законы кармы включились для вас? Смотрим. Вообще, первый вариант для вас сегодня море, он работает просто нараспашку. То есть, если кто из вас не знает, скорее всего, возможно, вы только денежные каналы какие-то прочищали. Большинство из вас здесь не знает, что вы параллельно с вашими чистками, да, с вашим устремлением вот этим, вы расчистили канал с родом со своим. Так, и смотрим, что по карме отлетело на Самайн вашим недоброжелателям. Неважно, кто там из них. Здесь еще будем уточнять. По карме вы получили свою магию власти. Если брать чисто магический аспект, то ваши силы принадлежат только вам. Если у вас кто-то их воровал, крал, то оно вернулось все к вам. Так, что по карме? Ну, отлично. Ага. Так, первый вариант. Смотрите, здесь сами боги вам помогали. Кому обращались, там уже сами вы знаете. У вас отличная защита стоит. Вы защищены сами богами, самим Всевышним, самой Вселенной, если хотите, от приворотов. Но, кроме того, что здесь идут привороты, сюда можете также добавлять любые воздействия на вашу голову, да, то есть это мороки, оморочки, чтобы вы не видели своих возможностей, своих перспектив. В общем, навязывание вам своих каких бы то ни было мыслей, решений, понимаете, чтобы вы там чего-то боялись, опасались, где-то переживали, нервничали. Сидите, допустим, вы понимаете, что вы взяли курс, да, все отлично, все хорошо, и тут бац, буквально как выключатель какой-то срабатывает, и вы сидите о ком-то там грустите, начинаете какие-то... Короче, вы в этот момент начинаете осознавать, что эти мысли не ваши, к вам как будто их кто-то подселяет. Все, от этого вы защищены теперь. Так, что по карме вашим недоброжелателям? Отличненько. Так, это я делаю вот так. Тут, в принципе, по вашей кармической задаче мне все ясно. Дальше я уже не буду слишком глубоко влазить. А вот здесь довольно-таки интересненько. И я примерно... Нет, давайте я пока оставлю, чтобы вы ориентировались.
Так. И теперь в ход идет моя одна из по-своему любимых колод. Просматриваем, что же вашим недоброжелателям. Давайте, если вкратце по вот этим 3 картам. Те силы, которые были даны вашим недоброжелателям, их родом, Вселенной, магические способности, дар исцеления, дар ясновидения, интуиция, это все будет перекрыто. К ним выходят в первые ряды те души из их рода, которые проживали очень тяжело свою судьбу. И теперь ваши недоброжелатели, пока не отработают этот же сценарий родовой, не закроют этот кармический свой узел. Потеря денег, потеря их силы. Помните, я говорила с руной в начале расклада, с руной Беркана поработаете. Видите, какая карта выпала? Вот вам и руна Беркана. Поэтому первому варианту вообще желательно поработать очень плодотворно с руной Беркана, Вуня и Хагалас. Если используете триплет из этих рун, в той последовательности, в которой я их назвала, прошу вас, диагностируйте, как для вас они сработают. Почему? Потому что может быть такое, что дополнительная очистка этими рунами, она жестко у вас сработает. Вплоть до того, что может быть какое-то физическое недомогание, либо даже увечье. Понимаете, как, многое счистится, но и жесткую плату могут взять. Поэтому здесь осторожненько с этими рунами. И опять же таки, все по диагностике. Возможно, для многих из вас это сработает как те, кто на определенном уровне магических способностей, личного роста. Для вас, конечно, это буквально там головной болью может и начать, и закончиться. То есть, опять же таки, диагностируйте, пожалуйста, все. Просто диагностируйте. Так, смотрим по вашим недоброжелателям. Ну что, после вашей чистки, я же говорю, здесь дальше просто вот после туза пентаклей, который сразу выпал, вот там уже можно было все это и заканчивать, понимаете? Смотрите, здесь свершилось то, что ваши недоброжелатели, вы будете отомщены высшими за то, что они со своим скрытым умыслом, с подлостью по отношению к вам поступали. То есть здесь все идеально. И карты даже сами выпали. Я же говорю, вот по первому варианту тут Морион, понимаете, он не просто как прочистил вашу связь с родом. Вот знаете, вот вы шли по своей судьбе, по своей жизни, вот в тоннеле, допустим, у вас он там был шириной 5 метров, да? Вот после ваших чисток, после Самайна и этого полнолуния, ваш вот этот вот коридор, да, как я образно выражаюсь, он стал как минимум в 3 раза шире. То есть больше возможностей, больше потоков, больше информации, понимаете? И сейчас ваша задача просто в этом все погрузиться и сбалансировать себя. То есть не паниковать, не думать там, что ой, блин, что я там наделал или еще что-то в этом роде, да. В общем, менжеваться не нужно. Вот так. Ну что, нищета ожидает ваших недоброжелателей, и духовная, и моральная, и физически, то есть это болезни, туда же можете отправить. Кстати, здесь на семью пойдет.
Здесь за дела недоброжелателя будут в ответе вся семья, все, кто дороги. Если ваш недоброжелатель женщина, у ее мужчины свои моменты, но тут по детям очень сильно может ударить. Закрывают информацию. Ух ты ж, ёшкин ты ёж. Ребят, я, конечно, не буду усугублять. Но здесь по детям очень жестко будет. Возле детей становится определенный круг темных. Это у ваших недоброжелателей. И за то, что ваш недоброжелатель просил, сейчас в ответе будут его дети. Понимаете, вот больше всего вот этом всем я не люблю, когда дети хлебают за грехи родителей, но по-другому, видимо, мы не научимся понимать, что можно, а чего нельзя делать. Так, дальше я смотреть не буду. Понятно, что за грехи родителя будет дитё расплачиваться. Но это не ваша проблема, и жалость свою убирайте. Даже не думайте ее допускать. Этот человек не думал о своем ребенке, когда делал вам негатив. Вообще не думал. Он думал только о себе любимом. Нищета это надолго, проблема надолго. Войдет в состояние жертвы из-за своей надменности ваш недоброжелатель. За то, что хотел власть получить. Много работал против вас, определенных плодов ждал от своей магии. Трудился, Ой, извините, не покладая рук, вы меня поняли. Тут я уже пошла. Ну да, волю вашу ломали. Причем, знаете чего? Через храмы работали. И плюс еще заказывали как будто вас у чернокнижников. Вот знаете, вот таких вот веретников. Но у тех веретников знания, чтобы вы понимали, где-то 70% верны, 30% искажены. То есть там не совсем к чистоплотным обращались. Ой, они будут пытаться исцелиться, но... Возможно, во снах к вам придут, расскажут, что просят прощения, прям попросят на ментальном уровне у вас прощения, потому что вот те круги ада, которые прошли вы, ожидают вашего недоброжелателя. Так что вот так вот и вот такой вот расклад, первый вариант для вас. Чистки ваши прошли замечательно. Вообще праздник этот, конечно, был очень интересный. И да, все эти идолы, это не только касаемо ваших недоброжелателей. Там более глобальная машина запущена по всему миру, если хотите. Каждый, кто мнил себя Богом, каждый из них получит свою расплату. И у каждого по-разному будет отсечена их голова. Короны сбиты, причем лопатой. И причем теми же силами, к которым они обращались. Я же всегда говорила, что для того, чтобы работать с темными, это классно, это практично, но, понимаете, здесь определенный нужен уровень, и этот уровень нельзя опускать. Темные ведь тоже разные бывают.
Слушайте, а у вас свой путь магии открывается, свой путь колдовства. Вы помощь на этом пути будете получать. Это ваша новая жизнь. Магия – это ключ к вашей новой жизни. Обереги получаете от любых атак извне. Дальше показывают сумбур какой-то. Ладно, даже не сумбур, по вашим недоброжелателям. Причем, знаете, он не один. Там вот все, кто вас предавал, обижал, клеветал, вы к человеку по-человечески, а оно к вам какашками в вас кидается. Вот начиная, если хотите, с садика, где вас обижали, каждый из этих людей получит сейчас, уже это включилось, получит сейчас очень много и приятных, и неприятных сюрпризов. Так что вот такой вот расклад был для вас, первый вариант. Я вас поздравляю, у вас просто замечательно прошли чистки. Аплодирую вам стоя, потому что вы знаете, вы уже и сдавались. Было такое, что вы сдавались. Да. Вы заключили с высшими определенную сделку, хорошие дары принесли. Уж что вы в дар принесли? Либо свою энергию, либо подношение вы делали. Это не суть важно. Но ваша сделка с высшими говорит о том, что больше вот такой депрессии, в которой вы находились ранее, не будет никогда. И знаете, теперь вас ждет только радость. И по этому варианту мне прям вот... Кто-то из вас будет смотреть этот расклад, я прям чувствую, что кто-то из вас плачет. Плачет не от того, что больно, а от радости, что вы это все прошли. И определенные кармические моменты к вам, не бойтесь, больше возвращаться не будут. Здесь через огонь в полнолуние работа шла с духами, да, с темными из вашего рода и с очень сильной силой. И боги приходили. Ребята, я не знаю, если бы вы здесь были рядом со мной, я бы вас обняла, честное слово, потому что вы заслужили. И это ваше по праву, это отбирали. Вы просто позволяли отбирать, да. Но это уже не важно. Все. Двигайтесь дальше. У вас планов просто, извините, дофигища, планы стоящие, и вы много чего принесете человечеству своим творчеством. И этими планами, и задумками, и идеями, и многим людям поможете. Помочь сможете. Вот так. Да, там много магии на вас навешано было. Ну все, теперь... Это все ушло, причем умноженное от 3 до 9 раз. Там уже высшие определят, кому что уготовано из ваших недоброжелателей. Вот пусть теперь попробуют пройти те же круги ада, что прошли вы. И знаете, что я вам дам? 1,000,000% на то, что у них нет столько силы воли и такого стержня, как у вас. Они сломаются. Но кто не сломается, те начнут так же, как и вы, пробиваться к свету из них. В общем, это уже их проблемы, как говорится. Я вас благодарю за внимание. Рассказывайте, как у вас проигрывается этот расклад. Оставляйте комментарии, свои эмоции. Если пользовались чем-то из того, что я подсказывала в предыдущих видео, также отписывайтесь, пожалуйста, как у вас сработало это все, как у вас по ощущениям происходит, да, вот это внутреннее восприятие энергий от тех ритуалов, которые я озвучивала.
В общем, делитесь в комментариях всем, чем пожелаете. Первый вариант. Я желаю вам успехов и добра этого мира. Пока-пока. Так, второй вариант. Я приветствую вас, белые камушки. Теперь смотрим, как прошли у вас чистки. Что у вас чистилось, что ушло недоброжелателям. Вот так вот, да? Вот так вот нам решили информацию выдать. Ну, здесь какой-то товарищ, мужчина, как-то быстро вас хотел прогнуть под определенные обстоятельства, под то, что было выгодно ему. Возможно, даже, скорее всего, в треугольники вас сгонял. Ему очень было хорошо с вами проводить время. Ну, сами понимаете, что там ничего серьезного, в принципе, быть не могло. Идет такая у меня информация. Знаете, вот несерьезность, несерьезность. По энергетике хорошо вам лупило, то есть он забирал ваши ресурсы. Понимаете, вы для него как трофей, если хотите, вот так вот. Трофей. Ну, плюс он хотел власти над вами. Угу, смотрите, у вас тоже 9 мечей, как и в первом варианте, то есть... вгонял вас в страхи, знаете, вот эта неопределенность, специальное манипулирование. В общем, депрессия у вас началась, вы начали сомневаться в себе. В общем, вы начали терять свой ресурс, свой потенциал, свою энергию. Опять же таки, второй вариант, повторюсь, и для вас. Если не резонирует, я считываю карты своим потоком. Если чувствуете не ваше, вообще не мучайте себя, проходите мимо. Это либо не ваш расклад, либо не ваш вариант, либо я не ваш таролог, и вам мимо моего канала. Смотрите, да, все время двойственная ситуация, где вам нужно было выбирать между... хочу и надо, понимаете? Вот как бы ставил вас в такое положение, чтобы вы... Давайте я к примеру, да, вот хочешь сегодня со мной встретиться, вот значит вот там-то и вот здесь вот и вот по этим-то условиям. Хочешь, чтобы мы были вместе, значит только на моих вот определенных, да, правилах это все будет происходить. Да, здесь человек вам надиктовывал свою волю, хотел насадить вам. Вот это вы счистили, вы его влияние с себя просто смели. Сейчас посмотрим, насколько вы его там смели, как прошли ваши чистки. Возможно, бывший, возможно, ваш вообще руководитель. Вот, сука, падлое говно. Калистрат хренов. Очень много бабла отстегнул кому-то, заказывал вас, чтобы по вам работали. Привороты, отвороты, присушки, всякая вот эта грязь сюда же. Все, что могло повлиять на вашу волю, на ваши мысли, на вашу голову. Ох. Кроме этого, человек сам с договорами с темными. Могу им себя возомнил, понимаете? Здесь такой уровень товарища этого персонажа. Он вдруг решил, что обладает великой силой, великими знаниями. Какой он император в хрена.
Понимаете, здесь даже картинка на карте красивее, нежели тот человек. Скажем вот так вот. Он крал у вас вашу удачу, денежный канал, спереть хотел. Спереть хотел, да. И считает, понимаете, что он справедливость восстанавливает. Видимо, вы проводили чистки и до этого, ему пошел обрат, а он такой, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ах ты негодяйка, я же достоин только лучшего. Ты что? Офигела там. Мальчики, здесь то же самое, но это касаемо вашего друга идет, понимаете? Ну, там беда и огорчение у человека, очень большое эго, очень большое самомнение, там просто, зашквар, и я вам хочу сказать, что он помешан на магических ритуалах. Он как на наркоте на них сидит. Он решил, что он Бога за бороду ухватил. Решил, что эта вся работа его приведет к тому, что он будет статусным. Знаете, ритуалы, которые он сам проделывал, магические, вообще так тупо сделаны, коряво, наспех. Он еще там что-то, знаете, может, вообще по пьяни их делал, или менжевался, знаете, такое что-то вот это вот, может это, а вот это, а лучше, может, вот так вот, и, вот, понимаете, вот такое оливье. То есть он не ритуал, понимаете, он недоделанный салат такой. Пришел, выставил, 15-му аркану и говорит, давай тут исполняй мне подарки. Отстегни по справедливости, я достоин, понимаете? Ой-ой-ой-ой-ой, да, человек думает, что он у нас иерофант, понимаете, вы что? Он просвещенная личность, он знает больше, чем знают другие, даже могут об этом догадываться. А на самом деле, Паш, он недоделанный, понимаете? Идеи какие-то есть, верные идеи, но они не воплощаются у него. Так что как ваша чистка прошла? Вот как она прошла, вот от чего вы очищались. А здесь опои и кормы, кстати, проходили. Вам что-то подсыпали, подливали в еду, возможно, даже на порог что-то было налито. Либо на вашем месте, где вы работаете, да, там на работе. Тоже такое может быть. Угощал, возможно, чем-то. Такой, знаете, уверенный, что я сейчас тут быстренько все обтяпаю, и будет у меня все окейушки. Ага. Пиздюленек, да многие подраздали в этот праздничек-то. Тара-та-та-та-та-там. Ну, вы, в общем, меня понимаете, ребят. Вообще расклад следовало бы назвать «Как прошла раздача пиздюлей». Ну, конечно, YouTube, я думаю, не примет столь откровенно искреннее название. Но вот оно мне вот ближе к сердцу по звучанию. Я думаю, многим из вас тоже. Смотрите, здесь я оставила вот эту карту. Почему? Потому что здесь нарушен энергообмен. То есть, понимаете, все, что положено вам на вашем пути жизненном, у вас, вам не додавали. Здесь, знаете, забор вашей энергии, ваших ресурсов, это одно. Здесь еще...
знаете, как идет пренебрежение, вот такое вот ощущение идет, вот пренебрежение тем, что вот человек понимает, что он вам должен что-то, да, это могут быть и деньги, и там элементарное извинение попросить, либо, в общем, у него перед вами долги. Либо вы в него вкладывались в свое время, в этого человека, а он вам не отдавал столько же внимания, любви, заботы, там, в общем, не нес ответственности, понимаете, так как вы это делали. И он знает, что он должен. Помимо того, что он знает, что он должен вам, он еще и там кичится, что он тут, блин, будет справедливость, понимаете, восстанавливать. Блин, ну дебилоид, короче, какой-то. Так, на оракуле теней второй вариант. Сейчас смотрим, что по карме пришло вам с этой чисткой, что ушло вашему недоброжелателю. Ой, удивительные персонажи, честное слово. Ну, ух ты, 2 карты. Ладно, пусть будет 2 карты. Раз так, значит так. Так, и вашим недоброжелателям, что там по карме у нас запустилось? Да, этот праздник очень удивителен. Ну, а здесь выметались кармические узлы по родовым сценариям, когда вам попадались вот такие нечистоплотные духовно люди. Вот давайте скажем так. И в определенных ситуациях это ваша вина, что вы таких людей допускали в свое пространство. Здесь и, и у вас проработки приличные идут через этого человека. Так, что вам по карме? И у вас получается с руной Беркана работать. Для первого варианта рассказывала, что, в общем, осторожней с рунами Беркана, Вуня, Хагалас, разные их сочетания, триплет, и обязательно диагностируйте. В первом варианте рассказывала, чем это может аукнуться, если не продиагностите. Да, здесь вашу духовную красоту забирали, вас в депрессии вгоняли, хотели, чтобы вы не в состоянии были радоваться, понимаете, чтобы у вас, допустим, и деньги не приходили, и связь с родом оборвать вашу, ваши знания, вашу интуицию, но все это теперь, ушло к ним обратно. Здесь идет, что ваш род по мужской линии вам вернет эту радость, это счастье. И вот эти депрессии, сглазы ваши, просто завершаются. Что-то на следующий Мабон у вас будет еще. Какая-то такая информация придет к вам. Интересная. На следующий праздник Мабон. Так. Ну что здесь по карме? Здесь по карме вы должны были научиться ценить себя, ребят. К вам вышли в подмогу предки, дабы навалять кому положено, потому что, здесь люди смотрят второй вариант, которые научились ценить себя, уважать себя, свои желания, слушать не кого-то, а себя. Так, что вашим недоброжелателям? Ух ты! Да ладно! Ой, приворот на вашем недоброжелателе будет. Его, если это мужчина, то там все ресурсы, вся энергия мужчины будет перекрыта, он якобы влюбится. Это как он будет думать, любовь всей жизни встретил.
Короче, на приворотах будет сидеть, а у самого будет финансовый канал, вообще все, что связано, знаете, как то, что вот для мужчины важно, это социум, да, добиться определенного статуса в социуме. Вот там он будет полной половой тряпкой. Но будет при этом влюбленной тряпкой и будет просто, знаете, как под каблуком у женщины. Вот так вот. Но здесь, знаете, какой еще такой момент? Ребят, если он на вас сделал приворот, девочки, то этот приворот лег на него самого, и тут уже он будет влюблен в вас и к вам. Вот знаете, вот этот баланс, вот видите, восьмерочка, баланс будет восстановлен каким образом? Пока человечек там дурью маялся, все то, что он у вас крал энергетически, может, у вас там вообще там с каналом денежным, ну, жопонька была несколько лет, да, а ему это все утекало за счет его вот той магии, магуйки. Вот, теперь этот человек все назад будет вам сливать. Естественно, умноженное от 3 до 9 раз. Ну, потому что вот так вот, дабы его научить. Тут мне идет, что как бы не сколько он какую-то женщину, тут к вам. Это вы. Ну и отличненько, да. Да. Вы защищены, вы, может, вообще об этом человеке уже и думать перестанете, а к вам будут эти ресурсы приходить. То есть, а у вас с разных источников доходы попрут. Отлично, чисточка прошла. Второй вариант тоже мне нравится. Смотрим теперь, что вашим недоброжелателям там будет. Императорскому величеству Магуи. Его могуйшество. Ай, я просто в шоке от этого пацана. Ой. Ну да ладно. Без них было бы скучно, согласитесь. Так, смотрим, что ему там. Наркотики, алкоголь. Туда же. Слушайте, здесь у чувака пусть будет, ладно, пусть этот сленг будет в эфире, мать его так. У него здесь зависимость, короче, от магии, от ритуалов идет. Он как будто бы помешан на этом. Короче, как я и сказала, он на магии, как на наркотиках сидит. Да, у него там договора. А договора эти больные. Болеть будет однозначно. Здоровьем. Тут человек будет здоровьем расплачиваться за эти свои договора с темными. Скрытый умысел. Человек. Ой. Знаете, здесь еще идет такая информация, что в одном из раскладов уже был, видимо, этот же товарищ на просмотре, или, ну, подобные, да, личности. Личности, которые решили, извините меня, наебать даже темных. Иха! Понимаете, ну просто тут я с таких персонажей вообще просто, ну, честно сказать, они меня очень веселят. Здесь его предадут очень сильно. Ну, под мороками будет. Человек, как сам себя, понимаете, закроет в 4 стенах. Предавать его будут. Он здесь как будто, знаете, вот из-за этого предательства очень опозорится на людях. И параллельно с тем, что он вот так вот, знаете, замкнут в этом пространстве, он дуреет на фоне того, что зависим от магических ритуалов.
Потому что, помните, здесь я вам говорила по оракулу теней, что там влюблен в вас. Да, смотрите, елки-ты-палки, только сказала, и карты подтверждают. Короче, человек здесь хочет, чтобы высшие ему помогли, чтобы вы его простили. Вот так вот. О, ну, через это он там еще свое искушение пройдет. О, сердечная чакра пробита напрочь. Человек очень будет страдать. Вот как вы, только умножайте от 3 до 9 раз. Это то, что ждет его. Это его проклятие, эту ношу ему нужно будет нести. Угу. Ну, за то, что атаковал вас, будет тоже атакован другими людьми, будет в состоянии жертвы находиться. Все будут его шпинать, знаете, как опускать, там, насмехаться как-то. Вот он будет, понимаете, вот если раньше он там над другими, возможно, подшучивал, да, как-то не стеснялся особо, там себя не контролировал, а мог и унизить, и как-то в этих шутках, понимаете, как бы себя возвысить, то здесь любые такие, даже, вот знаете, мелкие такие подтрунивания над ним будут его прям в сердце лупить. Ему будет так обидно, что он вот начнет закрываться от всех, от людей, от общества, от общения. Да, этот человек с вами конфликтовать хочет. Вывести вас на конфликт хочет. Через огонь работает. А вы для него как скарб. Вы ему деньги приносили. Да, со свечами работает. И обращается там, знаете, к божествам каким-то. Ага. И понимаете, в чем прикол? Он думает, что он иерофант. Помните, я вам говорила, вот эта карта. А темные над ним очень, достойно, знаете, шоу для него достойно устроили. Он видит, как будто вот эту свою лестницу, да, вверх, к свету. А это всего лишь мираж, потому что за этой картинкой стоит темная сила. И она его, как знаете, как вот мотылька на свет манит. Так что вот так вот прошли ваши чистки. У вас новая жизнь, ребят. У вас ангел-хранитель стоит теперь за вашей спиной. И от этих и подобных ему лжецов вас оберегает, охраняет, защищает. Вот так вот. Во снах и третьим глазом все это вы видите, знаете. Вам информация приходит, вы исцеляетесь от влияния этого человека, от того, что он вам разум замутил в свое время. Для того, чтобы вашу удачу переманить себе. Угу. Да, на вашем горбу в рай решил въехать, за что приговор свой он получил. Уже получил, программа запущена, и она уже работает. Кстати, после этого Самайна очень быстро энергии вошли в свою силу. То есть, если прошлые года, знаете, как-то подольше по времени, здесь буквально так, хопа, работаем. Знаете, как вот на съемочной площадке фильмов, да? Да, человек стал узником своих же дел, своего того выбора, который он сделал. Да, в общем, ладно, его проблема, ему с этими проблемами дальше жить. Так, вот такой вот у нас был второй вариант. Белые камушки, я вас благодарю за ваше время. Оставляйте в комментариях, пожалуйста, ваши
ощущения и от расклада, и о том, как он проигрывается у вас. Если кто пользовался из вас теми ритуалами, которые я подсказывала в предыдущих своих видео, то, пожалуйста, пишите, как они у вас проходят, какие у вас ощущения, да, после этой ритуалики. Ну, в общем, благодарю вас еще раз, второй вариант. И вам также желаю добра этого мира. Пока-пока. Итак, третий вариант. Это уже просто какая-то ритуалика, понимаете? Третий вариант. Посмотрите первый. Голубые камушки. Я опять спутала. Что-то там для вас есть. В общем, третий вариант. Зеленые. Я вас приветствую. Смотрим сейчас, как у вас прошли чистки. На Самайн в полнолуние. Что там вашим недоброжелателям? Что по карме у вас открывается? И какая карма настигает вашего недоброжелателя? Так, что чистили, давайте в лучших традициях. И здесь на ваше продвижение были деланы негативные программы, воздействия на вас, чтобы вы не могли выполнять то, что хотите, чтобы у вас ваше творчество перекрыли. Определенные темные силы, чтобы они перекрыли ваше творчество, чтобы вы не могли творить, потому что здесь люди, которые занимаются любимым делом, и тут чем бы вы ни занимались. Да, у вас много планов было, проектов, ваше продвижение вперед закрывали. От этого вы и чистились. Планов много, а как будто вот, ломаются они, да, какие-то препятствия, а пашете много. Или планировали, да, очень все распланировали, а то 1, 2, 5, 28, и как бы эти планы откладываются и откладываются. Угу. Ну, ребят, здесь, короче, смотрите, что вы счищали. Здесь у вас планы глобального характера. Возможно, здесь смотрят меня люди, как YouTube-канал, практики, тарологи, да. Показать именно свое вот что-то, что вы уже наработали. Это вам по суду, вы должны это сделать. Понимаете? Через свое творчество вы многим людям принесете полезного. Понимаете? Здесь ваше творчество связано со всем миром. Вот так вот. И это ваша судьба. Вот что у вас забирали. Смотрите, я еще буду делать в ближайшие дни ряд раскладов, как прошли ваши обратки и как прошли ритуалы по снятию закольцовки. Здесь сделали вам, знаете, на то, чтобы у вас неприятности, как по кругу вот так вот все время. Неприятности, чтобы вы из них не выбирались и не двигались по своему пути предназначения, который вам положен от рождения по вашей судьбе. Ага, скука, чтобы, знаете, вы сидели вот так на горшках, там о чем-то сожалели, вспоминали прошлое, этим себя вгоняли какие-то ненужные энергии, а свою сливали. Недоброжелатель тут крал ваши ресурсы, вашу энергию, ваше творчество, вашу связь с родом, перекрывал магические способности, если хотите. Только сказала, и, пожалуйста, карта жрицы выпадает. Да, здесь кто-то позавидовал тому, что есть у вас от
От рода, от природы, то, что ваше. То, чего не дано другим. Здесь зависть, ребят. Вот это кого-то прокоробило там из ваших недоброжелателей. Да, хочу вот так вот, столько карт для вас. Отлично. Просто замечательно. Так, ну что, третий вариант. Что вы здесь чищали? Вас подвешивали. Чтобы вы не продвигались дальше, это вы очистили. Сам человек, который вам это делал, будет в очень плачевном состоянии находиться. Я уже это вижу. Так, помимо того, что я сказала, что вы счищали? Безденежье вам устраивали, ваш ресурс крали. Денежный канал вы себе просто расчистили. Хотели, знаете как, чтобы вы ушли в духовную нищету, в стагнацию. Кто занимается магией, хотели, чтобы ваши силы магические вас покинули, чтобы вы начали выпивать, сливать свою энергию. В общем, ушли, как знаете, в болото и собственную силу просто сливали. А человек, здесь выпал король жезлов, но здесь может быть и женщина, не обязательно, что это мужчина. То есть смотрите сами, на кого вы там глядите, кого вы загадывали. Тут человек, который, понимаете, все время выводил вас на конфликт, дабы доказать, что он лучше вас. Понимаете, он хотел, чтобы вам все доставалось очень тяжело в этой жизни. Он, видимо, решил, что у вас слишком дофигище благ, и вы их не заслужили. Вот так вот. О, как! Решала у нас тут, понимаете, местный. Решает человек, что кому положено, что кому не положено. Мразь, короче. Всю вашу энергию, которую вы направляли на свое дело, на саморазвитие, хотели, чтобы это все сливалось. Возможно, чтобы вы в депрессухе там сидели. Опять же таки повторюсь, хотели, чтобы вы начали пить. Провоцировали, возможно, даже вас на это. Также здесь еще вы почистили, знаете, что человек делал так, чтобы вы ругались со всем миром. Знаете, что, как вот всех собак на вас стравить. Может, вы там с соседкой хорошо, да, дружите, а тут бац и поругались. Ну, как пример. Ну, так вот, знаете, что это влияние недоброжелателя было. Так что вот так вот. Вот это все вы счистили. Ну что, неплохо. Неплохо. Ох, этому человечку и тяжело с темными-то работать. Ой-ой-ой-ой-ой.
Там человеку через отношения какие-то придет обратка. И заставят человека через, ну, любить кого-то. Через него же заставят чувствовать сердцем, чтобы он включил свою 4-ю чакру, чтобы уже не был таким мерзким внутри, а начал прорабатывать себя. Ну, конечно, там ситуация, ой, долгоиграющая. Там этот человек очень долго будет этот урок проходить, потому что там личность, знаете, такая эгоцентричная тоже. Я всегда и во всем права. Ибо если я пойму, что я где-то ошиблась или ошибся, это означает, сразу там комплексы детские включаются, что я ничтожество, я ничего не значу, я опять просрала все свои шансы. Ну, короче, самобичевание включится, и человек просто, знаете, как психологический блок у него на то, чтобы себя вот до такого не довести состояния, не затравить себя. Он травит других людей, вампирит энергию. Так, смотрим, что по карме вам открывается, а что вашему недоброжелателю по карме прилетает от Самайна. Смотрите, тут чистка была у вас за пределами дома, на местах силы, возможно. Тут вы работали со своими знаниями. У кого есть книга теней, значит, с ней прям работали. Эта книга, вот вам кажется, это просто блокнот или тетрадка, на самом деле там очень большая сила заложена в этом предмете. Это ваш помощник очень хороший. Вы туда вложили очень много энергии. И на вас свеча потухла, да? Даже не просто потухла, она завершилась. Пришла к своему окончанию. Но будем это брать за знак того, что ваш недоброжелатель лишится магической своей силы. Потому что здесь определенные руны на свече. Так, что у вас открывается? Ой, смотрите, здесь так интересно. Здесь родовые программы, когда вам нужно было делать выбор в плане тех же друзей. Вот знаете, это люди, которые заставляли вас скатываться в низшие энергии. То есть там пить, возможно, ругаться. Поняли меня, да? Здесь так интересно, я даже уточнить хочу, потому что здесь идет выбор. Я хочу посмотреть, что еще за выбор по карме. А здесь как будто вот, что вы сможете выбирать более достойных людей, которым будете позволять находиться в своем пространстве. И знаете, здесь как будто вот вы были привязаны к этим. Возможно, это там друзья из прошлого, долго дружили, и вы все никак не можете поверить, что этот человек вам, ну, откровенно делал вот всю ту программу передач, которую я описала чуть ранее. И вам от этого больно, неприятно и досадно. Что здесь за выбор? Ну здесь вы должны победить свой страх. С огнем работайте, пожалуйста. Со свечами. С руной Соуло поработайте. Выжигайте ею все вот эти деструктивные внутренние программы психологические. Также руна Вуньо вам в помощь.
и Геба. Из этих рун триплет. Сделайте, пожалуйста, опять же таки, диагностируйте. Обязательно делайте диагностику, как для вас это сработает. Да, смотрите, здесь вы очищаетесь от родовых определенных программ. Смотрите, даже как говорю, и карту еще не достала, а она подтверждает. Это кармически все. Кстати, руна вот еще. Докиньте туда и попробуйте из них составить что-то, что вам будет нравиться, и потом продиагностируйте и воспользуйтесь этой руникой. Даже руны, знаете, как наносите от центра и по кругу. Вот так вот, чтобы они находились. То есть создайте свой... свою формулу, что ли. Руническую, да, свой вот такой вот... как обережный, что ли, идет, понимаете, из вот этих вот рун. Обережный став, который лично только вы будете знать, как он выглядит, как он работает. В общем, покрутите эти все моменты. Здесь, да, деструктивная программа, при которых вы были привязаны к таким людям, думая, что эти люди вам, что они такие же, как вы, понимаете, а фиг там. Ну, смотрите, я же сказала, человека будут лишать магических сил. Все. Что у него по карме открывается? Его будут приносить в жертву. Ой, все равно у него есть кто-то, кто ему подсказывает, ну, помогает ему вырулить до поры до времени. Знаете, как направляет человека, пытается его чему-то какой-то благодетели, что ли, его душу научить. И здесь на этого человека постоянно будут идти магические атаки, понимаете? Постоянно. Он как в жерновах будет в этих атаках находиться. Ну, так и надо. Да, этот вот человек, который ему помогает, возможно, это его там духовный учитель, да, либо же он вообще будет ваш недоброжелатель кому-то обращаться, и вот этот знахарь ему скажет, что это все тебе за твою подлость, дружок. Что это было твоим искушением, и ты не прошел урок. Точнее, ты его прошел так, как прошел, и вот теперь просто последствия. Ваш недоброжелатель вас ненавидит, он считает вас своим врагом. Этот человек считает, что вы на него колдовали. Но тема этот вопрос, даже если он вас просматривает рунами, таро, на ментале, на астрале, неважно, этому человеку закрывают информацию о вас. Почему закрывают? Потому что его таким образом пытаются научить высшее, что, ну, не такой уж он великий могу, этот ваш недоброжелатель. Что он может ошибаться. И что прежде чем что-то делать, думать и быть в себе офигенно уверенным, ты должен перепроверить информацию. Себя понять, доподлинно, кто ты и что ты, а не думать, что ты, блин, уже, ну, на вершине славы и могущества своего магического.
Что после вашей чистки недоброжелателю? Сейчас, секунду. Вашего недоброжелателя ждет точно такое же предательство, как и он предал вас. Здесь много оговоров было, вас оболгал. Вот то, что делал вам, всем рассказал, что это вы, допустим, там ему крадники делали и тому подобное. Здесь понимаете, в чем момент? Вы, скорее всего, и ранее проводили чистки с обратками, и человек отхватывал пиндюлей, но он не понимает, то есть он настолько возомнил себя не пойми кем, что он даже не в состоянии понять, где ошибается. Возможно, на своем определенном уровне, на своем поприще, определенным людям этот человек тоже приносит какую-то пользу, как бы выполняет свою роль, да, во Вселенной. Но что касаемо лично вас, вот здесь он запнулся, вот здесь он налажал. И за то, что он это сделал по отношению к вам, здесь, понимаете, человек еще там по мелочи поднакопил, но эта мелочь собралась в большой ком, и когда случилась ситуация с вами, когда его поставили на выбор, делать вам гадость или нет, и он решил делать, на вас это был просто, последний стук по крышке гроба для вашего недоброжелателя. И вот как-то ему еще будет известие от его ангела-хранителя. Но здесь больше идут духи-помощники у этого вашего недоброжелателя. Ему как будто показывают информацию, что его работа на вас легла. Поняли? Но этот человек, ваш недоброжелатель, не может просмотреть вашу работу, доподлинно информацию ему не показывают. Вот в чем секрет. Его, знаете, как еще больше в самообман вводят, потому что, силы питаются просто его вот этой злостью к вам. Они и будут его вызывать. То есть вообще, не обращайте внимания на этого недоброжелателя, он сам себя сварит в своем же котле. Поэтому тут даже переживать не стоит. У этого человека с вами был урок на сострадание. Он должен был понять, что он в состоянии сострадать людям так, как это умеете делать вы. А он считает это качество слабостью своей. Почему? Потому что как только он это делал ранее, ему в душу плевали, он озлобился. И если он считает, ваш недоброжелатель, что только он начнет сострадать, определенно, вот, допустим, вам или еще кому-то, у него сразу детские эти комплексы начнут вылазить наверх. То есть непроработанные затыки в психике. Понимаете? Да, прикольненько тут, конечно, урок у него идет.
Он хотел все ваши знания себе забрать, этот недоброжелатель. Пока вы там переживаете, там, знаете, бухаете, страдаете о прошлом, ну, это как он хотел, чтобы с вами было, да? Пока ваша там воля ломается, он ваши знания, те, которые вам род передает, забирает себе, короче, поняли? Зависть к тому, что вам дано свыше, вот что здесь. Да, вы пророк. Вы пророк. Возможно, вы, да, это ваш путь, понимаете? А у этого человека идет крах его иллюзий о том, что он пророк и он на верном пути. Ну, просто замечательно. Понимаете? Просто чудесно. На него кто-то проклятие нашлет. И неплохое такое, знаете, но серьезное. Да, проблемы какие-то свои на него навесят через неупокоенных. На распутье опять будут ставить высшие силы. Для чего? А для того, чтобы научился наконец-то делать верный выбор. Его жадность наказание получит за то, что ваши дары судьбы себе забрать из-за этой жадности хотел. Ваше благополучие себе забрать хотел. Будет себе еще какие-то там обереги делать, как-то себя защищать. Ну хорошо, и что с теми оберегами? Да. Нет, здесь забор магии идет. Все, здесь человека лишают его сил. Все его работы, особенно магического плана, будет делать то же самое, а они не будут работать, понимаете? Они как пустышки будут. Может, еще какое-то время людям будет впаривать другим такие обереги, якобы они что-то там, какую-то силу имеют, но на самом деле он теряет это, все, он теряет. И я скажу вам больше, все эти знания перейдут вам, то есть не то, что вы узнаете, как он там работал, да, ваша связь с родом усилится очень сильно. И к вам придут более древние знания от рода. Лицемерный, надменный, возомнил себя выше всех. По высшему суду ему дали подселенца, который начал его травить на вас. А человек в магии даже не может распознать, что он под подселенцем. Понимаете, этим подселенцем может быть и дух его помощник, который, ну, настолько элегантен, я бы сказала, что вот такими методами пытается своего хозяина, скажем так, да, вывести на путь благости, на духовность, да. Здесь очень элегантный дух-помощник, то есть неплохой. Но если такие отдаются человеку, значит, блин, ну есть у тебя свой дар. Ну, на кой фиг ты завидуешь кому-то, чему-то? Да в мире миллиарды людей, и у каждого из них есть дар. Так ты что собрался? У каждого этот дар стырить? Ну, так тебя ж за это от татайки от тата до по попке до ремнем. Что ж ты дебилишь-то так? Смотрите, все три варианта здесь это кармические моменты проходят, где нужно прорабатывать чувство вины. Вот в чем загвоздка по третьему варианту. Ваш недоброжелатель и вы должны проработать в себе чувство вины. Возможно, вы где-то ранее по отношению к этому человеку как-то поступили, да, и думали, что вы виноваты. Нет. То есть ничего не происходит просто так. Возможно, вы даже где-то извинялись, понимаете, искренне извинялись, а тот человек не смог переступить через свою гордыню и этого не сделал перед вами. Элементарно, понимаете? Ну да, магия власти, она у вас теперь. Элементарно. Вы извинились искренне, а человек просто ляпнул, знаете, и его, да, из-за этого конфликт пошел. Человека запаяла ваша
искренность, ваша духовность, ваша доброта, ваша открытость. О, тут вообще тоже, ну, крышотечные ребята. Что вам еще сказать? Так что вот таким вот был третий вариант. Я благодарю вас за просмотры. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях мне, как у вас проигрывается эта ситуация, о ком вообще речь может идти в вашей жизни. Вот, как вообще действительно ли чистки так проигрываются, как мне показывает. Вот, если кто пользуется ритуаликой из моих видео, то также пишите, как они срабатывают, как они вам помогают и помогают ли. То есть тоже будет мне интересно почитать. В общем, третий вариант. Ваш недоброжелатель на кладбище точно работал, либо через темных, из-за своей жадности, там, ну, вообще человек, у него помутнение просто рассудка из-за жадности. Для человека деньги, ну, превыше всего. Прям как запаяло человека на этом. И опять же таки, он решил, что вам слишком многое дано в этой жизни, и он имеет право у вас это отобрать. Вот так вот. Третий вариант. Что я могу вам сказать? Держитесь. Все поправимо, все проходит, но таких личностей, даже если вдруг, не знаю я там, что произойдет, все равно нужно держать подальше. Это ваше обучение. Обучение на то, чтобы вы научились отстаивать свои границы и не подпускать к себе близко в душу тех, кто этого не достоин. Ой, разочарований у вас, ой, как много. Вам во снах, возможно, даже информация, либо по другим источникам приходит о том, что этот человек предал вас. Прям показывают. Знаете, в моей жизни была такая ситуация, сон приснился, когда род показывал определенную, ну вот, во сне все белое, а мой недоброжелатель полностью одет в черном. И один из рода говорит, так стоит, показывает пальцем на нее. Это она. Говорю, не нравится она мне. Я говорю, да ну почему же, она же там участник битвы экстрасенсов даже. А он говорит, а это не важно. Она мне не нравится. Все. Элементарно. И потом начинают вырисовываться детали, когда человек... Вы занимаете позицию цукцванг. И наблюдаете. При этом себя чистите. При этом даже с обратками. И этого человека в моем случае начало очень выгребать. И, соответственно, он начал палиться. И да, здесь я могу вас понять, здесь у вас очень большое разочарование идет. Ну, вы знаете, вы это заслужили за то, что слишком доверяли этому человеку и говорили много чего того, чего говорить не надо. Там человек просто сам по себе, у него определенные энергии, да, и у него запускается зависть. Такие люди вряд ли могут искренне дружить. Они подставят даже другого друга, в котором якобы души раньше не чаяли. Но это просто привычка. Поверьте мне, они подставят любого, лишь бы свою шкуру вытащить. И если это будет выгодно, особенно в деньгах. Так что вот так вот третий вариант. Поменьше вам таких персон в вашей судьбе в дальнейшем. Пусть на этом человеке вот такие личности больше к вам вот, ну, не попадают.
Желаю вам добра этого мира. Пока-пока.